T95Q на iMlogic S905X3 процессоре на канале Технозон. Поехали. Вот как можно было налажать, чтобы сделать из более-менее хорошей приставки старой ревизии T95Q на 905X2 процессоре то, что мы сейчас держим в руках. Я вам сразу же объясню, в чем вопрос. А в том, что у нас был когда-то обзор на первую ревизию T95Q на 905X2 процессоре. И 4 на 32 была, и гигабитный LAN был, и она не грелась, не тротлила. У нее нормально работал Wi-Fi 5 ГГц. И что мы имеем в данной приставке? Она греется очень сильно, как калорифер, который у нас в студии работает зимой. Плюс она тротлит до 1000 МГц на каждое ядро. У нее Wi-Fi 5 ГГц работает до 46 мегабит на загрузку и 42 на выгрузку. 2.4 не коннектится зачастую. И LAN RJ45 у нас на 100 мегабит. Вот что-то делали и приделали, называется. А приделали черт знает что в этой приставке. Я вам сразу скажу, что данная приставка в принципе имела бы право быть, если бы хотя бы работал 5 ГГц и она не тротлила. Тогда бы я действительно мог бы сказать, что данная приставка подходит для просмотра контента через Wi-Fi при каком-то минимальном охлаждении, потому что здесь ее нужно будет охлаждать конкретно. При температуре 77-78 градусов она уходит в тротлинг до 1000 МГц. А этой производительности не хватает, допустим, чтобы поиграть. И плюс у нас есть некоторые профризовки в некоторых моментах. Но справедливости ради скажу, что YouTube 4К 60 FPS, 4К IPTV и 4К торренты в 50 гигабайт она проигрывает. И это факт. Но я предрекаю, что если вы будете смотреть часами торренты, то она все равно будет уходить в тот тротлинг, который вам не позволит смотреть большие торренты. При этом вам придется их смотреть все равно на шнурке. Через Wi-Fi 5 ГГц смотреть торренты на этой штуке невозможно. Из плюсов есть автофреймрейт через AFRD, так как есть root права, есть Dolby Digital плюс звук, плюс DTS в режиме проброса на мой ресивер. HD звука нет ни в одном из вариантов воспроизведения. Конечно, многие будут оправдывать эти все минусы ценой данной приставки. Цена действительно демократична, и ссылочка на данную приставку, на продавца, на проверенного лежит в описании под видео. Возможно, кто-то хочет поморочиться, а некоторые назовут плюсом ее оформление. Это вот эта вот цветовая подсветка круговая, которую можно даже регулировать. Но я не считаю это вообще хорошим решением. Я бы ее заклеил или отключил, хотя, слава богу, есть приложение для управления подсветкой. Набор интерфейсов достаточно стандартный. USB 2, USB 3, у нас есть аудио-видео выход, есть у нас разъем питания LAN RJ45 на 100 мегабит, есть HDMI, есть у нас оптический SPDIF и разъем для TF карт. Это конфигурация 4 на 32, процессор iMlogic S905X3. В комплекте у нас идет блок питания. Также у нас в комплекте есть, особо распаковку показывать не буду, потому что тут смотреть нечего. Есть вот такой вот самый обыкновенный пульт китайский с программируемыми кнопками и HDMI кабель. Больше ничего в комплекте здесь не идет и рассматривать особо нечего. В общем-то, советую дождаться наших выводов. Все мы показываем честно в обзоре. Подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые честные обзоры. Но сейчас и говорю вам хавабанг, ребята. Это же бубыльгум. Поехали. Ну, знаете, что я вам скажу? Дело в том, что для 2020 года, не ахти интерфейс. Если в 2018 году это было, еще более-менее нормально, то здесь самый обыкновенный наляпистый цветной интерфейс. Но ладно, не будем придираться, неплохо. Есть очистка памяти, он очень простой такой в стиле Material Design от Google, то есть цветастые кубики. Есть внизу панель избранного, которую можно, грубо говоря, менять, добавляя какие-либо из своих элементов. То есть все очень просто. Ни шторки, ни панели навигации в данной приставке нет. Но я думаю, что любая кастомная прошивка, которую, я уверен, выпустят под эту приставку, исправит этот момент. В настройках тоже обыкновенные настройки чистого андроида, боковые. У нас не было никаких вопросов ни с добавлением аккаунта, которого здесь, кстати, нет. Если вы видите, здесь у нас нет добавления аккаунта. Мы добавляли аккаунт через просто-напросто Google Play Store. Мы заходили в него, и при входе мы добавляли аккаунт. То есть у нас отсюда вырезали аккаунт. У нас есть Droids TV Settings, где у нас есть настройки дисплея. Здесь у нас есть возможность выбрать разрешение от 480p до 4К, 2К SMPTE. У нас есть управление глубиной
глубиной цвета, есть различные цветовые профили, правильно работающий HDR, HDMI цик и завелся, и нет, потому что выключать у меня вместе с телевизором не хочет. Возможно, только у меня, либо я что-то неправильно сделал, но сильно сомневаюсь, ибо другие работают. Аудио output обязательно проверим, что у нас выводит. Power Key Definition позволяет назначать на пульт действие, то есть либо при выключении он будет уходить в сон, либо выключаться. В самих настройках устройства здесь тоже абсолютно все идентично другим. У нас подключен внешний жесткий диск, есть 32 гигабайта хранилища. Немного больше нам расскажет AIDA 64. Мы видим, что это платформа Franklin. Это все та же старая платформа, на которой была построена первая версия T95Q на 905X2 процессоре 4 на 32. Есть Bluetooth 4+ версии, центральный процессор Cortex A55, 4 ядра до 1,9 ГГц. Это S905X3. За отображение отвечает Mali G31, видеоускоритель. Сетевые возможности мы с вами протестируем далее, но она сейчас подключена почему-то на 65 мегабит connection speed Wi-Fi 5, и для меня это очень сильно удивительно, потому что, во-первых, у нас полоса 5 ГГц, у нас MU-MIMO роутер, и здесь вот такая вот ситуация, на 5 ГГц connection speed 65 мегабит, это разочарование. Доступ к температуре есть, сейчас мы выведем с вами датчик. Итак, у нас 4 ядра, мы поставили сейчас с вами датчик. Видим, что у нас сейчас температура 63-65 градусов, будем следить за ним. Следующим этапом проверим с вами сетевые возможности, потому что именно на них есть основная точка преткновения у меня, по крайней мере, из той информации, которую я увидел. Стартуем. И получаем на 5 ГГц 46 мегабит на загрузку и 41 на выгрузку. К сожалению, 46 на загрузку, 41 на выгрузку. К сожалению, 5 ГГц здесь большая фикция. То есть они урезали здесь 5 ГГц. Давайте 2.4 сейчас протестируем. К 2.4 он у меня коннектится как бы с трудом и к одной и к другой сети. Это факт. Вот сейчас мы коннектимся на Tendo. Давай, подключение к сети 2.4. Не удалось найти сеть. Ух ты, как интересно. Слушайте, что-то у нас здесь очень слабо с 2.4 модулем. Давайте пробуем. Ну, подожди, получение IP-адреса. Ну давай. Очень слабый Wi-Fi модуль, очень слабый. Мы это показываем. То есть это вот либо только для шнурка 100 мегабит, либо для 5 ГГц, то 5 ГГц ужасно. О, подключено 2.4. Ребят, ну 2.4 вы видите, как работает. Это не работает нормально, абсолютно. У меня ни на одном, ни на втором роутере. Я подключил сейчас шнурок для того, чтобы протестировать его на LAN RJ45. Попробуем, что он нам покажет. 94 на 93 на 94, короче, сотка LAN порт, это единственное, что ее отличает более-менее какими-то нормальными вариантами. Запускаем throttling тест сейчас и вернемся через пару минут. Для вас, по крайней мере, для меня это пройдет минут 15, для того, чтобы мы увидели, что же происходит реально с этой приставкой. Давайте стартуем. Ну, вы знаете, есть усталость процессора, он греется, скорее всего, и мы сейчас посмотрим. Максимальная температура 75, она тротлила до 84% своей производительности. Вот сколько это в частотах, мы будем с вами выяснять в процессе эксплуатации. Давайте так. Тротлинг есть незначительный, ее нужно охлаждать. Это наш сразу вывод по охлаждению данного ТВ-бокса. Включим CPU Float и будем наблюдать, как он себя будет вести, потому что тротлинг есть, мы это уже выяснили. Также мы обязаны с вами провести CPDT тест для того, чтобы выяснить, как он взаимодействует с USB 3 портом, имеется в виду при подключении SSD, чтобы понимать, сможем ли мы смотреть тяжелые фильмы через USB 3 с подключенным жестким диском. Ожидаем, начали тест. Вы знаете, что-то вот как-то не задалось. Копирование памяти очень высокое, вернее хорошая скорость копирования памяти 1,98 гигабайт в секунду, а вот последовательность чтения в 35 мегабайт это очень низко. Получается мы, понятное дело, что мы можем просмотреть фильмы, но 280 Mbps для SSD диска через USB 3 это вкрай мало. Это один из минусов в копилку данной приставки. То есть то, что у нее плохо работает Wi-Fi, плюс она греется, немного подтротливает и не работает нормально с USB 3 по скорости.
AFRD у нас работает, у нас есть root права, мы можем включить AFRD, и вот смотрите, демон сейчас запустился. Это плюс у приставки. И также мы с вами рассмотрим игровую производительность в 3D Mark. Он набрал 9693 Wildstorm Unlimited и 5520 Wildstorm Extreme. Кстати, Wildstorm Extreme это чуть выше среднего показателя для 905X3 процессора. Больше мы из системных тестов ничего делать не будем. Переходим к оценке мультимедиа. Вот сейчас мы с вами как раз и протестируем, насколько он хорошо воспроизводит тяжелые торренты. В частности, через стоковый плеер 68 гигабайт торрент. Ой, не торрент, а фильм жесткого диска. Он пошел, все, у меня вопросов, претензий нет. Сразу же видим, что работает Dolby Digital, то есть он его пробрасывает звук нормально на ресивер, на наш, и воспроизводится. 4К 60 FPS, перематываем, давайте какую-то светлую сцену найдем. Вот, у меня претензий нет. Но температура проигрывания 77 градусов, и приставочка затротлила до 1,5 до 1,4 ГГц. Понятное дело, что этого хватает для проигрывания контента, но температура высоковата именно с учетом того тротлинга, к которому приводит повышение температуры. Если бы как у TOX 1 была выше температура, но не было тротлинга, то это считалось бы нормой. Здесь мы имеем, что имеем. По звукам пробуем еще Digital Plus, Dolby Digital Plus. У нас есть Dolby Digital Plus. Dolby True HD я как бы предрекаю, что его просто-напросто здесь нет. Он пробрасывается как Dolby Digital Plus работает. DTS 5.1 ядро у нас работает как DTS. И DTS HD Hi-Res пробуем. Давайте. DTS HD Hi-Res работает как простой DTS. То есть у нас есть 5.1 звук, но без HD. То есть есть обыкновенный Dolby Digital, Dolby Digital Plus и DTS. YouTube 4К 60 FPS. Так, заходим в настройки, включаем 4К принудительно, включаем диагностическое окно и смотрим, что у нас получится. Это видео, которое мы снимали сами, это мы снимаем такие видео, 0 дропов, 3840 на 2160, 60 FPS. У меня претензий к YouTube нет, но температура проигрывания в YouTube 77 градусов. Как бы максимальная, она уходит в тротлинг, я думаю, что 77 здесь будет максимальная температура. Все, выходим, с YouTube вопросов нет. Но что же у нас с 4К IPTV телевидением? 4К канал стартанул, температура при просмотре 75-76 градусов. Ух ты, с Джеки Чаном фильм. Прикольно, слушайте, 4К канал работает. И другой 4К канал работает. Он спокойно декодирует IPTV 4К, вот пожалуйста. Но он работает сейчас через LAN RJ45, через 100 мегабит. Почему? Потому что на Wi-Fi в 40 мегабит нормально не посмотришь достаточно тяжелый контент. Мы должны также с вами проверить возможность проигрывания торрентов. Мы сейчас с вами настраиваем TorServe. Так, TorServe настроили. Плеер сейчас выберем Vimeo Media Player. Vimeo Media Player у нас был уже настроен. Давайте стартанем какой-нибудь торрент достаточно тяжелый. Ой, что-нибудь из киновселенной Marvel сейчас выберем. Капитан Марвел попробуем. Выбираем торренты. Слушайте, 77 градусов как бы поднапрягает. Слушайте, а нет раздающих что ли нормальных? Да, Капитан Марвел подсдулся. Буквально вчера смотрел Стражи Галактики. Должны быть раздающие. Вчера смотрел. Ну, 70, вот 50. Я смотрел вот этот вот 51 гигабайт. Там через DHT подтягивало нормально раздающих. Давай стартуем. Какая скорость? 1,8 мегабайт, 4,1, 4,2, 4,0, 2,9. Сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Конечно, с таким количеством раздающих это трагично будет. 51 гигабайт торрент. Но приставка тротлит. Приставка тротлит, мы это видим. Хотя фильм... начал воспроизводиться. Да, фильм начал воспроизводиться, все нормально. Температура 76 градусов. Мы видим, что она в дауне пошла. И вот что-то у нее там стагнация. Хотя торрент на 51 гигабайт через шнурок он проигрывается. Все нормально. То есть фильм без проблем идет. Пусть немножечко поиграет, мы подождем и вынесем свое решение. Возможно, еще проверим какие-то игровые возможности. Хотя я уже сильно сомневаюсь. Но фильм идет, фильм работает. Выходим. Попробуем подключить наш геймпад GameSeer. Его определило.
И попробуем сыграть, ну, например, в тот же самый Asphalt 8. И опять я Wi-Fi переподключаю, вот у него постоянно выбивает на 2,4 получения адреса. К 5 ГГц начало глючить, я отключил LAN RJ45, потому что не работает Asphalt с LAN RJ45, он работает только лишь с Wi-Fi. Смотрим, насколько же прогреется наша приставка. Но она не будет греться выше 77-78 градусов, потому что она просто-напросто будет тротлить. И мы уже видим по этим фрезам, что у нас есть определенный тротлинг, она притормаживает. Легкое слайд-шоу, оно легкое, но оно есть. Если пилить на нее охлаждение, я думаю, на этом можно поиграть, но на текущий момент мы видим устойчивое слайд-шоу, и играть на этом я категорически не рекомендую. Слишком она затротлила, она упала производительность до 1000 МГц на каждое ядро, 78 градусов, она слишком нагрелась для своего порога тротлинга. То есть на токсе, чтобы вы понимали, в асфальте она может нагреться до 82-84 градусов и даже тротлить не будет, и будет все четко и плавно работать. Но есть как есть, показываем всю правду. Вообще-то я готов уже пойти прорезюмировать данное видео, данную приставку, что мы в принципе и делаем. Ох, выводы. Мы не рекомендуем данную приставку. Мы реально ее не рекомендуем. Если первую ревизию T95Q на 905X2 я даже похвалил и рекомендовал, то данную приставку я рекомендовать не могу. И я не верю, что прошивки, какие-то кастомные прошивки смогут исправить те недочеты, которые в ней есть. То есть нам придется физически все равно допиливать охлаждение. Что делать с Wi-Fi 5 ГГц и 2.4, это вообще непонятно, потому что это проблема модуля. Ну и в обзоре вы увидели, что USB 3 работает крайне медленно. А это не есть хорошо, потому что не всегда фильмы записаны последовательно. Возможно, еще и произвольная запись. А вот в данном моменте мы большие фильмы с жесткого диска не просмотрим. Так что, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и T95Q на канале Технозон. Пока, ребят.